Вот уже 34 года любители пазлов собираются в небольшом городе Анью в центре Бельгии. Когда в 1986 году прошел первый марафон, организаторы и не думали о том, что к ним в гости будут приезжать участники из других стран. Первоначальная идея мероприятия пришла нам в голову благодаря моему другу. Он владел книжным магазином в Вервье и устраивал в нем конкурсы, вспоминает Жан Дюфур, организатор марафона в Анью. Целью пазла-марафона было собрать деньги для двух организаций, которые помогают людям с ограниченными возможностями и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. La Passerelle – служба, предоставляющая нуждающимся ночлег, и Interactions – служба сопровождения. Пазл-марафон позволяет собирать от 20 до 25 тысяч евро каждый год и поддерживать бюджеты этих организаций. В первые годы в марафоне участвовало менее 40 команд, прошло около 30 лет, и сейчас все 128 мест оказываются занятыми в течение первых 5 минут открытия регистрации, и даже приходится проводить жеребьевку. В Анью нет более крупного здания, чем крытый рынок, но мы не хотим перемещать наш марафон в другой город. Именно здесь он был создан, и именно здесь он позволяет нам собирать средства для поддержки взрослых людей с ограниченными возможностями, говорит Жан Дюфур в интервью газете. Еще одной целью данного марафона является социализация таких людей. Ежегодно в качестве волонтеров в подготовке и проведении марафона участвует около 200 человек. Среди них и несколько десятков работников-инвалидов. Они помогают в расстановке столов, на кухне, в уборке посуды, в подсчете результатов. Многие из них являются волонтерами по несколько лет и счастливы возможностью участвовать в общем важном деле. Популярности мероприятия способствует также и то, что известные бельгийцы каждый год принимают патронат над марафоном и привлекают к нему внимание. Среди них известные телеведущие, комики и даже мэр города Анью. В качестве зрителей в крытый рынок приходят тысячи человек. Для организаторов пазл-марафон – это радостное, веселое, дружеское и даже семейное событие, которое позволяет собрать средства для нужного дела. В течение всего пазл-марафона участников и гостей развлекают аниматоры и клоуны, певцы и музыканты. Для детей организованы игры и разнообразные активности. Многие команды приезжают на марафон подготовленными. Они оформляют свой стол в какой-то тематике, делают костюмы, поют песни и общаются с соседями и волонтерами. Каждый год организаторы вручают приз самой креативной команде. В 2015 году одна из российских команд тоже пробовала посостязаться за этот приз, но победить тогда бессменных фаворитов, команду No Limit, не удалось. Правила марафона простые и почти не меняются. В течение 24 часов команда собирает пазлы голландской фирмы Jumbo. В команде может быть столько участников, сколько они захотят, но при этом одновременно за столом могут находиться не более 4 человек. Для сборки заранее готовятся пазлы на 500, 1000, 1500 и 2000 деталей. У каждой команды есть право на джокера, возможность отказаться от одного из пазлов. Воспользоваться джокером можно только в начале марафона, а организаторы всегда заранее определяют, на какие пазлы он может распространяться. Ну а те команды, кто не использует джокера, потом получают дополнительные 500 деталей при подсчете очков. В 2014 году организаторы решили поэкспериментировать и предоставить командам возможность выбора из двух номинаций – «Про» и «Любители». Тогда 32 команды выступили в «Про» и 82 команды в «Любителях». Награждены были победители в обеих номинациях. Но уже на следующий год организаторы вернулись к привычному общему зачету. Также в течение 24 часов каждый желающий может принять участие в индивидуальном турнире. В этом году первое место заняла девушка из Чехии, победившая на чемпионате мира в Испании. Популярности пазл-марафона добавило участие иностранных команд из Франции, Испании, Чехии и, конечно, России. Так, команда из Франции Le Bleu с 2000 года приезжает в Бельгию. Они часто становились победителями и показывали достойные результаты. А в этом году объявили о завершении своего участия. Это было очень трогательно. У команды и зрителей даже слезы наворачивались на глаза. I am Jimena, he is José Luis, and we are Crónicas Pudleras from Spain. Are you happy today here in Belgium? Yeah, it's the fourth time that we've been here, and we are just waiting for next year now. How many years you collect puzzles? I do that from when I was a little kid, and here for 5 years now. Will you plan to participate next year in World Championship? Yeah. Yeah. Yeah, we'll be in the World Championship, in the Spain tournament, in Hanud, and many more. How many tournaments in Spain every year? It's been very prolific.
The first time we did the calendar, there were about 15 or 20, Wow. and now they're over 40. It's very Yeah. Every month I have to be like 4 or 5 tournaments uploading so that people would see. And now we try to communicate from other countries also. Do you think it is sport or only hobby? Is it sport? Depends. Depends. Depends how you do it. We do it for hobby, but there are people who train and work very hard and spend a lot of hours, and that's sport. You are the first European people who we asked the questions for our channel. Could you wish good luck or maybe say something to other European people who will watch our video? Oh, you should keep seeing this channel and expect very interesting things and tournaments, contests, and many puzzles. Команда из России участвует в марафоне с 2010 года и регулярно показывает высокие результаты. Это было так давно, что Гугла тоже еще не было. Здесь нужно было хорошо понимать обстановку в 2010 году. Это сейчас все ездят за границу, как там сел в самолет и полетел. Тогда это было большой проблемой, реально большой проблемой. Да, кстати, нужно было очень хорошо понимать, что Бельгия в том году и Бельгия сейчас это две разные Бельгии. Реально, за 9 лет Бельгия как туристическая страна изменилась кардинально. Мы кинули клич на форуме и нашли людей, которые готовы были потратить деньги, чтобы поехать. Мы съехались тогда все в Москву. Мы провели тренировку на джамбе. То есть мы были просто заведенные, мы ехали туда побеждать, мы были красавцы, мы были все. Мы были очень готовы, у нас были расписаны расположение деталей в больших пазлах, то есть в двухтысячниках, в полторашках, как расположены неправильные детали. У нас были специальные совочки для переворачивания деталей. У нас были подставки для крышек, подпопники. Мы были готовы. Сейчас я об этом вспоминаю, но с некоторой долей такой вот ностальгической, не радости, а мне немножко улыбаюсь я, потому что я понимаю, насколько наивные мы были тогда. Но это было здорово. То есть, если бы мы были тогда не наивны, наверное, бы сейчас нечем было вспомнить. У тебя цель была, вот, то есть вы собрались вот в Аню, и ты как-нибудь ставил цели, мы сейчас приехали и все тут с поджопниками порвем всех? Да, это не просто я ставил, мы все были готовы к тому, что уже все просто умрут. То есть мы туда ехали побеждать. Это я могу сейчас сказать, но я признаюсь ли в этом остальные, но ехали все с одной мыслью. Эй! Вот они мы. Вешайтесь. Нет, не вешайтесь. Вот. И мы к утру начали понимать, что первое место мы не занимаем, 5-е место мы не занимаем, мы занимаем где-то примерно почетное 20-е место. Что еще интересного было в самый первый чемпионат? Ну, наверное, то, что вернулась Люблю. То есть это уже тогда мифическая команда была на тот момент. Они уже года 3 выступали вне конкурса тогда. Потом их по просьбе организаторов, из-за того, что приезжают таинственные русские, таинственные испанцы, они назад пришли. И они всех сделали с результатом где-то около 14 тысяч деталей. Смешно. Да, сейчас это смешно. Нас очень удивили результаты первых лет, ведь сейчас все привыкли к внушительным цифрам. В 1987 году в марафоне было собрано всего 3000 деталей, а порог в 10 тысяч был преодолен только в 1999 году.
В этом же году были установлены 2 рекорда. Сибирская команда собрала 24 119 деталей за 24 часа, заняв первое место. А все 128 команд за сутки собрали более 1 000 000 деталей. Вторую поездку вы победили. Да, мы победили, и это было на самом деле удивительно, потому что у нас было не очень удачное, не было Леблю, давай честно, не было Леблю, вот, у нас было не очень удачное место, был адский набор пазлов, то есть я сейчас вот из того набора прошло много лет, я помню 4 пазла. И мы стали чемпионами Европы. Это было, знаешь, просто это сейчас вот это реально, это какая-то такая вот легенда, о которой ты вспоминаешь, это ни с чем не сравнимое ощущение, которое практически невозможно повторить. Это сквозь такие препятствия, сквозь такие проблемы, когда это было все преодолено, и мы выиграли. Это была бомба.